Привет, друзья! Меня зовут Владимир Исаев, и сегодня у нас на обзоре педаль перегруза от компании TC Electronic Zevs Drive. Что такое Zevs Drive? Zevs Drive на самом деле это очередная версия клона клона. Что это за фраза такая, клон клона? Клон Centaur — это довольно знаменитая педалька, бостонский мастер ее делал. Это такая модификация на Tube Screamer. Сейчас эти педали уходят до... Самая дорогая версия была продана за $500 тысяч. Если вы в среднем захотите купить себе такую педальку, она будет стоить около $2500–3000 тысяч. Это же одна из вариаций на тему, скажем так. Что это за вариация на тему? Как сказал клон, это что-то похожее на Tube Screamer, однако звучание отличается. Если Tube Screamer — это перегруз, у которого ярко выражена середина, то есть средние частоты прям активно подняты, то задача клона или Zevs Drive дать примерно такой же подъем по средним частотам, но еще и небольшой подъем по высоким. То есть высокие частоты не срезаны, они более яркие, и сценариев использования такой педали довольно много. Один из таких, наверное, самых распространенных — это когда педаль клон или Zevs Drive стоит первой в цепочке вашего педалборда и практически никогда не выключается, особенно если вы часто работаете в усилителе Fender или усилителе с чистым звуком, с откровенно чистым звуком на лампах 6L6, 6V6. Соответственно, продемонстрирую сейчас. Да, вот у меня абсолютно чистый звук. И как бы сильно я не нажимал на гитару, как бы я сильно не пытался извлечь, как бы сильно я не лупил по гитаре, легкого перегруза или то, что мы называем edge of breakup, или края, на котором я чуть-чуть сильнее нажимаю, чуть-чуть сильнее поднимаю динамику, у меня появляется легкий овердрайв, его я никак не добьюсь. Вот Zevs Drive — это педалька, которая может позволить мне получить такое звучание даже из очень чистого усилителя. Вот посмотрите, я ее включаю. И у меня появляется немножко вкусности какой-то в звуке. Да? Даже нотки по одной ноте. То есть любые, не знаю, переборы, какие-то штучки на чистом звуке, да, которые я могу сыграть, они без этого перегруза будут звучать одним образом. И мои ощущения такие, как будто мне приходится тянуться, что ли, за звуком. Мне приходится напирать на гитару, чтобы достать эти ноты, чтобы они прозвучали, чтобы появилась вот эта средние частоты, появились, которые прорезают микс. Здесь же вот они сразу. Но это не все. Для этого сценария использования здесь еще предусмотрена ручка FET, видите, маленькая. Это модификация на оригинальный дизайн педали. Эта модификация позволяет подружить этот перегруз, например, с усилителями компании Vox, у которых абсолютно нету, ну не то, что абсолютно нет, но очень мало низких частот, они практически не басят сами усилители. И у них ярко выражена середина уже сама по себе в самом звуке. И если вы играете в усилитель Vox и включаете в него, например, Tube Screamer, то полученный результат, мягко говоря, не будет никого удовлетворять, будет очень такая зудящая серединка, будет мерзкий довольно звук. И вот чтобы избежать этого мерзкого звука, здесь есть кнопочка FET. Она немножко перепрофилирует эквализацию средних частот и добавляет столь необходимых низких частот для усилителей а-ля Vox. Вот послушайте разницу, да, я поиграю здесь и включаю. Звук стал достаточно более массивный, вот прямо сейчас с аккордом поменяю.
слышно, что такая подушка низкочастотная добавляется. Опять же, если вы, например, играете в усилителе Fender, то вряд ли это именно то, что вы хотите, чего вы хотите добиться, потому что там от усилителя Fender сложно добиться того, чтобы низкие частоты не бубнили так сильно, и чтобы вы сели лучше в микс. Наоборот, есть задача срезать низа. Но в другие усилители вот эта вот подушка по низким частотам — это именно то, что мы хотим добиться, и это, собственно, педаль нам позволит это сделать. Какие у нее есть ручки управления? Коль я сказал про ручку FET, еще почти совсем не сказал ни про что другое. Здесь, собственно, все говорит за себя. Drive — это количество перегруза, volume — это громкость, treble — это количество высоких частот. Соответственно, перегруз довольно широко можно поменять. Можно от совсем чистого такого клин-буста, где единственное, что мы получаем от педали, это, собственно, изменение эквализации. Можно добиться довольно такого приличного количества перегруза, что я, естественно, сразу же скомпенсирую педалью, кнопочкой громкость. Это ни в коем случае не дисторшн, но как соло, скажем так, для более-менее чистого солирования на таком, в роке, не знаю, в кантри, это может зайти. В блюзе, естественно. Естественно, никакие там полмьютные металлы эта педаль не делает, но она не для этого и создана. Да, в металл она не может, даже на максимальном гейне. Она скорее, скажем, доставляет слишком много фона на таком уровне гейна, чем, собственно, самого перегруза. Но, опять же, как я сказал, скорее эта педаль такой сажатель гитары в микс, чем отдельная педаль перегруза. Скорее, это что-то, что помогает скорректировать тембр. Опять же, очень частое применение, очень частый сценарий использования этой педали в комбинации с гитарами с 3 синглами. Как вы знаете, 4-е положение убирает немножко средних частот, немножко меняет звучание. То есть, если нековый звукосниматель — это такой полный и насыщенный звук, то положение 2 звукоснимателей сразу на любой гитаре с 2 синглами в среднем и в нековом положении, они немножко срезает. Немножко убирает полноту звучания, и, собственно, чтобы скомпенсировать, например, вот это положение, можно использовать, почему бы и нет, педальку такую же, как Zevs Drive. То есть тембр поменялся, а наполненность и ваше положение в миксе никуда не ушло, что, собственно, обычно мы и пытаемся добиться. Следующий классический сценарий использования педали Zevs Drive или Tube Screamer, раз уж на то пошло, и зачем вам может понадобиться эта педаль, это, конечно же, соло-буст. Потому что кажется, что для соло нужно всего лишь приподнять общую громкость, и уже все будет классно. На самом деле, общая громкость не всегда единственное, что вы хотите сделать для своего соло-звука. Иногда хочется изменить еще и характер звучания, немножко его как-то подкорректировать. Давайте возьмем как основной перегруз сейчас Full Tone OCD, который стоит у меня рядышком с Zevs Drive. И послушаем, что будет, если я попытаюсь поиграть соло на ней. На самом деле ничего плохого не будет, классный звук. И давайте возьмем для примера, собственно, вот этот вот бенд. И попробуем включить сразу же Zevs Drive. Во-первых, мы, естественно, ручкой громкости можем поднять общую громкость, но самое главное, поскольку эта педаль срезает низкие частоты и срезает еще немножко, чуть-чуть перепрофилирует серединку, звук получается как будто бы чуть-чуть жирнее, как будто бы добавляется сустейн, и даже не всегда именно громкостью, скорее тембром, можно посадить соло в микс лучше, и вы будете слышны. Еще раз, без.
Соответственно, с примесью Zev's Drive мне не только проще немножко извлекать ноты, он как бы поддерживает меня, немножко он скомпрессировал сигнал. Соло играть проще, чем с обычным чистым бустером, поэтому такие легкие перегрузики классно подходят как бустер для соло-партий. Итак, а теперь с помощью магии монтажа у нас поменялись местами OCD и Zev's Drive, и я покажу, как можно использовать такую педаль как бустер, как грелку, как мы это называем часто на таком музыкантском жаргоне. Что это нужно и для чего это нужно? Допустим, у вас есть усилитель, который недостаточно много дает гейна, или на самом деле он дает гейна достаточно для определенных партий, а для определенных партий в той же песне, например, хочется гейна побольше. Или если вы играете в чистый усилитель, у вас есть одна педалька перегруза, например, Fulltone OCD, и вот Fulltone OCD для каких-то партий дает прекрасный уровень гейна, а для других партий вам хочется гейна чуть-чуть побольше. Тут, собственно, и вступает в игру перегрузики а-ля Zev's Drive. Они прекрасно подходят для того, чтобы увеличить громкость входящего сигнала в усилитель или в педаль перегруза, тем самым увеличив гейн. Поскольку гейн — это как бы на самом деле громкость входящего сигнала, собственно, мы и добьемся подъемом громкости входящего сигнала увеличения перегруза. Так вот, послушаем, как звучит просто OCD отдельно, без Zev's Drive. И вроде неплохо звучит, но чувствуется, что хочется немножко пожирнее, хочется понасыщенней звук. И тут я включаю, собственно, этот Zev's Drive. То есть слышно, что с помощью такой можно конкретно так задрать уровень гейна на практически любой педали перегруза, создав тем самым некие уровни перегруза, которые доступны вам с помощью всего лишь двух педалек. Соответственно, совсем нет гейна, работает только Zev's Drive, работает только OCD, и работают две педали вместе, и вот мы получаем 4 уровня, скажем, догруженности звука, который вы вообще можете добиться. Это, по-моему, классно, и с помощью двух педалей можно, соответственно, получить вот такое количество всяких звуков. Ну и немножко теперь про саму педаль. Из важного и примечательного, что есть. Во-первых, не щелкающая кнопка. Да, если OCD щелкает, Zev's Drive просто нажимается. Это не значит, что она не True Bypass. Она может быть как с True Bypass, то есть с холодным обходом, то есть никаких буферов нет у педали, как в выключенном состоянии. Так она может существовать и с буферизированным байпасом. Внутри для этого есть специальный переключатель, и можно нажать на кнопочку и, соответственно, получить буфер, если он вам нужен в вашем педалборде. Кроме того, педаль не питается от встроенной кроны. Как и все клоны, она может питаться только от 9 вольт. Ни в коем случае не 12, ни в коем случае не 18 вольт. Это не тот перегруз. Насколько я помню, в схеме стоит повышение с 9 вольт до, по-моему, 24, поэтому здесь не нужно ничего, кроме 9-вольтового адаптера. Джеки сверху. Классно, здорово, очень удобно. Ну и все. Видно, что педалька немножко меньше, чем OCD, зато она довольно высокая и, наверное... Нет, она, наверное, даже полегче, чем OCD, что, кстати, классно, потому что многие клоны клона довольно много весят. Подобных педалей очень много, и Zev's Drive здесь довольно примечателен как раз размерами, расположением джеков и небольшим весом, что очень классно.
Ну что, друзья, как вам Zevs Drive? Мне кажется, что прикольная педалька. Особенно мне понравилась ручка FET, которая добавляет низкие частоты. Это классно, очень становится педалька универсальной. А как вам она? Как она вам по звучанию? Какие еще у вас есть идеи применения подобных перегрузов? Пишите нам об этом внизу в комментариях. И, конечно же, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте там колокольчик, ну и сами все знаете. До новых встреч! А можешь еще метроном включить? Часик. Погнали. Не, погоди, задача другая.